Всем привет! На связи Сачков Василий, и сегодня я расскажу 5 причин, почему я люблю Бали. Я живу здесь уже 3-й год, и изначально я не рассчитывал оставаться здесь так долго. Причина номер 1. Бали красивый и интересный остров. Здесь очень много достопримечательностей. До этого я жил 1 год на Пхукете, и сам по себе остров довольно-таки небольшой. Основная его часть – это коттеджная застройка. С Бали совсем другая история. Остров очень интересный и разнообразный. И на это есть несколько причин. Во-первых, остров большой по размерам, около 5 Пхукетов по площади. Кроме того, остров перенаселен, поэтому куда бы вы ни ехали, везде будут проложены дороги и везде будет цивилизация. Например, вы едете куда-то на дальние водопады, то будьте уверены, вы приедете туда, там будут кафе, нормальные дороги, даже ремонтные мастерские. И, допустим, у вас сломался мотобайк в дороге, обязательно найдете где-то мастерскую поблизости. Следующая причина разнообразия Бали – это его рельеф. Здесь есть вулканы, кальдеры, низины, прибрежные зоны. Все эти места отличаются друг от друга как по климату, так и по растительности. Например, в центре острова есть тропические леса, а юг больше похож на степь. И если вы устали от жары, находясь в прибрежной зоне, то всегда можно поехать в горы, где будет прохладно и дождливо. На Бали присутствует огромное количество природных достопримечательностей. Это горы, вулканы, озера, реки, водопады, тропические леса, пляжи. И все это будет очень красивым. Куда бы вы ни приехали, можно сказать, Бали – это мечта инстаграмера. Где бы вы ни сделали фото, везде получается очень красиво и атмосферно. Есть и рукотворные достопримечательности. Это деревни, храмы, дворцы. Деревни тут очень красивые. Каждый дом украшен зеленью, декором, резней по дереву. И все это очень красиво. То же самое можно сказать и про храмы. Для балийца храм не только святое место, но и гордость его деревни и его лично. Поэтому к украшению и строительству храмов они относятся с особенным трепетом. Есть здесь и различные развлечения. Серфинг, кайтсерфинг, виндсерфинг, скалолазанье, эндуро, параглайдинг, рыбалка и многое другое. Скучно здесь точно не будет. Вы всегда найдете чем здесь заняться, даже если приезжаете сюда не первый раз. Причина номер 2. Здесь очень комфортно серфить. Популярность серфинга сильно растет с каждым годом, и лайнап уже начинает быть переполненными. Все равно серфить здесь еще комфортно. Здесь не плавают большие белые акулы, морские аллигаторы, кубы-медузы или другая опасная живность. А вода круглый год комфортной температуры. Есть серф-споты на разных побережьях. Например, на западном побережье во время дождливого сезона очень ветрено, но в то же время на востоке можно серфить. А когда сухой сезон, то на востоке могут быть плохие волны, а на западе отличные. Серф-споты есть на любой вкус. Это и бич-брейки, и риф-брейки со слабыми волнами для новичков и мощными для продвинутых серферов. Есть серф-споты для коротких досок, так и для длинных. Все же для меня серфинг является главной причиной, почему я нахожусь до сих пор здесь. Причина номер 3 – большой разброс цен. Здесь можно жить как бюджетно, так и шикарно. Каждый найдет вариант для себя. Можно вообще совмещать шикарный образ жизни с бюджетным. Например, у меня был знакомый, который жил постоянно в хостеле, а когда подворачивался хороший вариант, переезжал жить на виллу или в шикарный отель. Причина номер 4. Вкусная и разнообразная еда. Когда я только приехал сюда, еда мне не понравилась. Если сравнить ее с тайской, по вкусу она совсем другая. Но со временем я привык к ней и стал есть ее каждый день. Во многом это благодаря моим местным друзьям, которые водили меня в кафе и показывали местную еду. Я настолько привык к ней, что стал есть ее постоянно и практически уже не готовлю. А за 2,5 года, которые я нахожусь здесь, я ел русскую еду только 1 раз. И то для того, чтобы показать своим друзьям. Еда действительно очень вкусная, и, например, когда я думаю, что взять себе на ужин, то практически всегда я выбираю местную еду, а не европейскую. Причина номер 5 – это сами балийцы. Бали – это очень туристическое место, и сюда приезжает около 6 миллионов туристов в год. Конечно, многие приезжают из рекламированности, кто-то из-за культуры, кто-то из других причин, но многие люди сюда возвращаются вновь и вновь, и я думаю, большой вклад в это делают именно местные жители и их характер. Про индонезийцев я могу сказать, что они очень добродушные люди, много улыбаются.
очень общительные и легко идут на контакт. Конечно, мои слова не касаются самых туристических мест. Например, можно заметить, что в туристических местах они становятся более алчные, злые, меньше улыбаются. Но даже если говорить про туристические места, все равно вы увидите огромную разницу в общении, если сравнивать с Россией. Я очень люблю вот эту прямолинейность русских людей. И зачастую в Азии и в Индонезии я чувствую, что если люди ко мне добры, общаются со мной, то, возможно, им что-то нужно. Конечно же, это такая деформация из России. Ведь в России, если к тебе человек подходит, то он обязательно что-то от тебя захочет. Здесь же нет. У местных есть такая традиция. Они легко подходят к любым людям, общаются, задают вопросы. И это не значит, что они хотят что-то от вас. Зачастую им просто интересно с вами пообщаться. I'm Lodi. I'm Joko. And Fazili, where are you? Hi. Okay, now we are in Pasir Ris. Yeah. I was trying to climb the tree there. It's very difficult. Когда я только приехал в Индонезию, меня очень удивляло то, насколько индонезийцы легко идут на контакт. Как они легко подходят, общаются. В России такого нету вообще. Чтобы на улице к тебе кто-то подошел и начал общаться, такое случается крайне редко. Если ты просто стоишь или сидишь на улице, обязательно кто-нибудь подойдет и поинтересуется, как у тебя дела, откуда ты приехал и чем ты вообще здесь занимаешься. Со временем это начинает утомлять. Общение идет примерно в одном и том же ключе. Подходят к тебе и спрашивают, откуда ты, сколько уже здесь на Бали, поудивляются твоим ответом. И все, в принципе, говорить больше не о чем. В принципе, это все, что я хотел вам сказать сегодня. Спасибо, что смотрели это видео. Если понравилось, поставь лайк. Подпишись, если тебе интересны такие видео. А я дальше буду экспериментировать и пробовать снимать видео для тебя. Пока!